мужик сосал ее пальцы ног у бассейна. Я не мог. Я ел пиццу. И вообще я человек-кактус, что хочет жить внутри ее трусиков. Я вообще не потею, что тот осужденный сексуальный преступник. Ты рассказываешь о своем обмороженном детородном органе. Он был весь потный, а потом тусовались с нацистами. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы будем говорить о людях, которые искренне верят, что в их жилах течет какая-то особенная голубая кровь. Но если судить по их поступкам, то там течет смесь из адреналина, коктейлей и желания нарушать все возможные заповеди. Знакомьтесь. Виндзоры. Самый успешный пиар-проект в истории человечества. Нам десятилетиями продавали их как эталон благородства, но мой выпуск показывает, что эта семейка просто сборище людей с очень странными хобби и полным отсутствием тормозов. Сегодня мы разберем, почему их называют самой развратной династией в истории. Приготовьтесь, мы заходим на территорию, где приличие – это просто слово из словаря, которое они никогда не открывали. Погнали! Начнем с 1936 года, с главного романтика, а именно Эдуарда VIII. Официальная версия гласит, он отказался от трона ради любви. Звучит как статус в соцсетях у какой-то 12-летки, да? Но давайте копнем глубже и узнаем, какой же там был замес, как говорится, на самом деле. Дело в том, что Эдуард влюбился в Уолли Симпсон. И ладно бы она была просто американкой, но она была дважды разведенной женщиной при живых-то мужьях. Для Британии того времени это был шок-контент. Представьте, что сейчас принц Уильям, например, решил жениться, ну, скажем, на популярной актрисе из специфических жанров, да, примерно такой же уровень скандала. И Эдуард был первым Виндзором, который как будто бы показывал: мне плевать на страну, мне важнее мои удовольствия. Но разврат здесь не только в постели. Эти двое, Уоллес и Эдуард, тусовались с нацистами. Есть фото, где они мило улыбаются Гитлеру. То есть Эдуард бросил корону не ради любви к женщине, а ради любви к своему эго. Это был первый звоночек, потому что Виндзоры – это не про служение, это про то, как использовать власть для личного кайфа. И если для этого нужно предать родину или изменить жене, они это сделают, не моргнув глазом. Если вы думаете, что Гарри первый бунтарь, то вы просто забыли про Маргарет, сестру Елизаветы II. Вот уж кто реально умел зажигать. Кстати, Маргарет была одним из моих самых любимых персонажей в сериале «Корона». Так вот, если королева была олицетворением долга, то Маргарет была олицетворением фразы «пуститься во все тяжкие». Да? Вернемся в 60-е и 70-е годы. Маргарет зависает на частном острове Мюстик в Карибском море. Это было место, где не было папарацци, но, по крайней мере, так они думали. Да? И там творился настоящий хаос. Самый дикий слух – это ее связь с Джоном Бинденом. Это лондонский гангстер, который стал актером. Представьте, принцесса крови, мужик с криминальным прошлым. Легенда гласит, что на пляже Бинден показывал ей свой коронный трюк. Он мог вешать на свое мужское достоинство до 5 пивных кружек. И Маргарет, по словам очевидцев, наблюдала за этим с интересом ученого-исследователя. Почему это важно? Маргарет показала, что Виндзоров безумно тянет к плохим парням и запретным удовольствиям. Это была их форма протеста против скучных шляпок и корги. Разврат здесь – это способ почувствовать себя живым, когда твоя жизнь расписана на 50 лет вперед. А 90-е годы для Виндзоров – это как если бы сценарий для их жизни писал автор «Дома 2». Тут у нас сразу 3 сюжетные линии, и одна хлещет другой. Конечно же, принц Чарльз и тампон-гейт, да, друзья, но я не могу это пропустить. Представьте, будущий король Англии, глава церкви, солидный мужчина, звонит любовнице Камиле, говорит, что хочет жить внутри ее трусиков в виде средства гигиены, да. И это же не просто измена, это уже какой-то запредельный уровень странностей. И вот здесь мой анализ прост. Чарльз годами жил двойной жизнью. С одной стороны, это идеальный муж народной принцессы Дианы, а с другой вот такие вот телефонные звонки. Да? Это и есть истинное лицо Виндзоров, лицемерие, возведенное в абсолют. Второе.
Это жена принца Эндрю Сара, которая попалась папарацци, когда какой-то мужик сосал ее пальцы ног у бассейна. И все бы ничего, но на тот момент она официально представляла корону. То есть они еще были женаты с принцем. Это уже просто какой-то эпический провал службы безопасности и здравого смысла. Ну, в общем, ладно. Следующая у нас идет Диана, которая тоже не была святой. Дело в том, что в ответ на измены Чарльза она точно так же для таких же целей завела себе инструктора по верховой езде. И вот здесь уже кажется, что семья превратилась просто в полигон для мести через постель. В 90-е годы Виндзоры перестали быть небожителями, они стали персонажами каких-то ходячих анекдотов. Разврат здесь стал инструментом борьбы друг с другом. Кажется, что они изменяли не потому, что хотели, а чтобы сделать побольнее партнеру. Максимально токсично, не находите? Ну а теперь переходим к самому тяжелому пункту. Принцу Эндрю, любимчику королевы. Вирджиния Джоффре, тогда еще младше, 18 лет, заявила, что в марте 2001 года она танцевала с принцем в лондонском клубе «Трэмп». Он был весь потный, а потом они поехали в особняк, где все и случилось. Что на это сказал Эндрю? Он заявил, что в тот конкретный вечер он физически не мог быть в том ночном клубе, потому что отвозил дочку Беатрис на детскую вечеринку в сетевую пиццерию «Пицца Экспресс», которая находилась в городке Уокинг. Почему же это звучит жалко? Во-первых, отсутствие доказательств. У принца не было ни чека из пиццерии, в принципе, спустя 18 лет, оно как бы и понятно, да? Но также у него не было и свидетелей, кроме семьи, которые могли бы это подтвердить. Второе, это странный выбор. Миллионер, принц, миллионер, да, который сидит в дешевой сетевой пиццерии в пригороде, но это само по себе даже звучит как какая-то странная выдумка. Тайминг. Уокинг находится всего лишь в часе езды от Лондона. Даже если он там был днем, то это никак не помешало ему быть в ночном клубе вечером. Если это все резюмировать, то алиби выглядело как попытка простого парня, да, прикрыться ребенком. Мол, какой вообще разврат? Я же заботливый папа, я в пиццерии вообще сидел. Но фактов, подтверждающих это, ноль. Следующее – это просто легендарная способность принца не потеть, оказывается. Это вообще вошло в историю как самая нелепая отмазка в истории человечества. В общем, в чем обвинение? Вирджиния сказала, что он сильно потел во время танца. Что сказал Эндрю? У меня есть специфическое медицинское состояние. Я вообще не потею. Это случилось из-за передозировки адреналина, когда в меня стреляли во время Фолклендской войны в 1982 году. С тех пор мой организм не выделяет пот. Почему это плевок в здравый смысл? Потому что это биологический абсурд. С точки зрения медицины, человек, который совсем не потеет, а это состояние называется, кстати, ангидроз, скорее всего, упал бы с тепловым ударом при малейшей нагрузке. Дальше у нас есть фотоулики. Интернет уже просто наводнили вот эти фотографии с потным принцем Эндрю разных лет, где он выходит из клубов с мокрыми пятнами под мышками и лоснящимся лицом. И следующее – это смена версии. Спустя годы его адвокаты уже не пытались доказывать эту теорию, потому что она звучала как бред сумасшедшего. Складывалось впечатление, что он считал зрителей просто какими-то идиотами. Он думал, что если он наденет такой серьезный костюм и расскажет сказку про военную травму и отсутствие пота, все такие: ну ладно, раз не потеет, значит не виноват, да? Но дело в том, что это просто какая-то высшая степень высокомерия. Верить, что твоя ложь настолько священна, что ее не будут даже проверять. Ну и, наверное, самое отвратительное – это момент, вот этот жуткий момент, я бы сказала, в интервью, когда журналистка Эмили Мейтлис спросила его, жалеет ли он о дружбе с Эпштейном, зная, что тот осужденный сексуальный преступник. Что сказал Эндрю? На самом деле нет, потому что через него я познакомился с очень интересными людьми и узнал много полезного для бизнеса. Он не выразил ни капли сочувствия жертвам Эпштейна. Казалось, что для него люди – это просто инструменты. Вообще, друзья, представьте, да, вообще уровень наглости этого человека. Тебя обвиняют в серьезном преступлении, а ты приходишь на главный канал страны и говоришь: я не мог,
я ел пиццу. И вообще я человек-кактус, и у меня отсутствуют потовые железы. И это уже не просто вранье, это какой-то системный сбой вообще в совести, там, да, в каких-то ценностях. То есть он настолько привык, что ему кланяются и верят на слово, что он потерял связь с планетой Земля. Он думал, что его титул – это щит, который отразит любые факты. Но в итоге его непотливость стала главным мемом, да, а королева была вынуждена забрать у него все звания, чтобы он окончательно не потопил всю монархию своим бредом. В общем, после этого интервью Эндрю отстранили от всех королевских обязанностей. Семья выплатила Вирджинии и Джоффре компенсацию. По разным данным, это где-то до 12 миллионов фунтов, чтобы дело не дошло до суда, где принца могли бы допрашивать под присягой. Ну и финал – это современные Виндзоры. Возглавляет эту часть у меня, конечно же, принц Гарри, человек, который решил, что приватность – это когда ты рассказываешь о своем обмороженном детородном органе на весь мир. Дело в том, что в своей книге Гарри выдал такие подробности своей интимной жизни, которые мы не просили. Дело в том, что лишение девственности за пабом, эксперименты с запрещенными веществами. Значит, если его предки, скрывали свой разврат, по крайней мере, пытались, то Гарри решил его максимально монетизировать. Как по мне, это такой уже новый вид разврата. Знаете, когда ты торгуешь своим позором и позором своих родственников ради контракта с издательством. То есть Гарри называет это искренностью, но я вижу в этом просто еще один способ Виндзоров привлечь к себе внимание, потому что уже больше нечем. И вот они не могут без скандалов, потому что это их топливо. Подводя итоги нашего разбора, а точнее моего разбора, можно ли сказать, что Виндзоры являются действительно самой развратной династией в истории? Смотрите, если мы сравним их с теми же Тюдорами, которые просто рубили головы своим женам, то наши нынешние герои – это просто любители. Но в современном мире, как мне кажется, где они должны быть примером для нации, их поведение выглядит как бесконечная вечеринка в дурдоме, и вот я думаю, что проблема Виндзоров не в том, что они грешат, все люди грешат, проблема в колоссальном разрыве между тем, кем они хотят казаться, то есть вот теми вот святыми защитниками традиций, и кем они есть на самом деле, обычными, часто не очень умными и довольно-таки распущенными людьми. И вот тут мы подходим к главному вопросу, который вызывает кучу споров в комментариях. А за чей счет банкет, собственно говоря? Многие британцы задаются вопросом, зачем мы их кормим на наши налоги, если они только и делают, что позориться. Но давайте будем честными и проанализируем цифры. Ситуация сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Первое – это суверенный гарант. Да, они получают деньги от государства, и в 2025-2026 годах это было около 132 миллионов фунтов. Но эти деньги не берутся из воздуха. В 1760 году король Георг III отдал свои земли Crown Estate государству в обмен на фиксированную выплату. Сейчас эти земли приносят бюджету Британии больше миллиардов фунтов прибыли в год. Спасибо ветряным электростанциям в море, кстати говоря. То есть, по сути, они отдают 100%, а получают обратно 12-25%. Второе – это туризм и брендинг. Королевская семья – это главный магнит для туристов со всего мира. Люди едут в Лондон, чтобы купить чашку с лицом короля и посмотреть на смену караула. По разным оценкам, монархия приносит экономике Британии около 2 миллиардов фунтов в год через туризм, сувениры и интерес к короне. Так все же, стоят ли они того? Но с экономической точки зрения, скорее да, потому что они прибыльный бренд. Но с моральной, когда этот бренд ассоциируется с островом Эпштейна, тампонгейтом, то цена владения им становится очень высокой. Виндзоры – это не просто семья, это дорогое реалити-шоу, которое Британия сама себе оплачивает, потому что без него станет совсем скучно и дешево.
Что вы думаете, справедливо ли то, что они живут в замках в обмен на то, что мы обсуждаем их грязное белье? Или же пора отправить их на обычную работу, например, в Пицца Экспресс, да, раз уж Эндрю так любит там бывать? Пишите свое мнение в комментариях, а я все прочитаю, обязательно вступлю в дискуссию, вы об этом уже знаете. Ставьте лайк этому обзору, подписывайтесь и помните, что не все то золото, что блестит на голове у короля. До связи.